Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме, и сегодня у нас рецепт. Давненько не было колбасок, даже на обзорах не было. Все прекрасно знают, что здесь, во Вьетнаме, достаточно сложно раздобыть нормальные, хорошие, вкусные колбаски. Я по ним чертовски соскучился, но чтобы скучно не было вам, поэтому мы сегодня приготовим несколько, естественно, видов. Одни, можно сказать, классические, с остротой, а вот два другие рецепта будут несколько необычными для вас, потому что это будут местные рецепты, без аниса, конечно же. А состоялось это все благодаря донату. Константин присылает $100 и пишет: на создание и приготовление наиболее вкусных и сочных сосисок, когда-либо созданных человечеством за всю историю. Спасибо огромное, и я надеюсь, у нас сегодня получится сочные, вкусные. За счет всей истории не скажу, но точно будет вкусно. Из мяса, как обычно, ничего здесь нового изобретать не будем. Кусок хорошей говядины. Здесь у нас свинья, здоровущий задний окорок. Естественно, жирка для сочности. Я еще взял немножко грудинки, а из необычного в какие-то либо колбаски одного из вида мы добавим свиные уши, чтобы были вкусные хрящики похрустеть. Уши предварительно разрежем и быстренько отварим, чтобы хрящики размягчились, а потом уже в мясорубочку. И теперь основная мясная составляющая. Естественно, для фарша берем не самую дорогую свинью. Здесь важно, чтобы было и мяско, и жирка. Но жирка мы еще и компенсируем. Поэтому здесь я особо жир не оставляю, пускай будет на потом что-нибудь. И свиную ногу на подходящие для мясорубки кусочки. И примерно треть от этого количества, это как раз половина этого куска будет, чуть меньше даже, говядины. Пошла говядинка. Ну и вот когда все мясо намесили, теперь я здесь делаю в основной миске замес, разделяем на 3 части, и вот тогда уже добавляем все специи. Просто месим. Ну и давайте начнем собирать наши будущие колбаски. Будет 3 рецепта. Начнем, можно сказать, с классического, то есть то, что привычно нашему европейскому, можно сказать, вкусу. А именно у нас будут колбаски с перцами халапеньо. У них интересный, особенно у маринованных, такой отдельный привкус. Я уверен, кто покупает себе маринованные халапеньо, тот его прекрасно знает. Это классно подходит к колбаскам. Небольшая нежная острота. Дополнительные приправы. Сейчас, когда будем добавлять, все будем перечислять. Ну и остальные 2 у нас ровно так же. И из необычного здесь у нас будет острота и цедра лайма. Я уже проэкспериментировал, у меня даже слюнки сейчас потекли, потому что лаймовые по-местному колбаски, они делают котлетки, а мы сделаем колбаски
местные котлетки с лаймом, с остротой, само собой, с сладкой паприкой и чуть-чуть кориандра, это я уже придумал, мне очень заходит. Ну и классический финальный вариант у нас будет, естественно, соевый, рыбный, немножко устричного, местный вот этот куриный порошок, это по типу того, как у нас магги. Короче говоря, это будет отдельная тема, это как здесь теща вот готовит колбаски, знаете ли, котлетки, прошу прощения, на ужин и с соевым соусом, опять же с рисом, замечательно заходит. Давайте собирать потихоньку. Да, естественно, все присолим, приперчим, это само собой. Давайте классику соберем. Я уж не знаю, сколько это в граммах, петрушку я... Ну, с ней не переборщишь, я так на глаз примерно сыпану. Окей. Само собой, черного перца. Здесь можно тоже не жалеть. Прованские травы. Здесь можно чуть-чуть быть поаккуратней, потому что они достаточно ароматные. Поэтому так. И совсем-совсем чуть-чуть базилика. Он очень хорошо сочетается с перцами халапеньо. Ну и сами перцы нарубим мелко-мелко и тоже добавим. О, какой аромат у перчиков. Потрясающе. Надо вот тут подумать, сколько. Но это основной у нас ингредиент, он будет задавать вкус. Поэтому я бы так особо не скупился. Давай, вылезай. Я, наверное, 4 штуки целых возьму вообще. Вот так. Крышку не надо. Слушай, а Рома, а может 5, а? Ты как? Да, давай 5. Вообще хорошо будет. Вот. Само собой у нас пойдет все с семечками. Все как положено. Я их в мясорубку, конечно же, не кидал, потому что я хочу именно, чтобы кусочки перца попадались. Поэтому здесь я буду использовать нож и тонюсенькую вот такую нарезочку. Это же основная фишка. Эх, не удержусь. Давайте вот этот кусочек попробуем. О! Это то, что нужно. Кисленько, остренько, свежо. Идеальное сочетание с мясом. Серьезно. Я хочу еще 6, может, добавить. Ладно, остановлюсь на 5. Вот такая приличная куча халапеньо. Ну и, конечно же, добротно присолим. Порядок. И водички. На где-то килограммчик-полтора мяса 150-200 миллилитров. Давай, давай, давай. Окей. Колбаски у нас будут сочные и замечательно приправленные. Надо хорошенько перемешать, чтобы в каждом кусочке встречался халапешка. Сейчас посмотрим, может, я еще добавлю. Ну, вроде как нормально нарезал. Да, учитывая, что тут семечки, да, вполне, я считаю. По текстуре вроде везде есть. Вот. Вот это, господа, сочность. Вот это, господа, вкус. Пускай солька расходится, чуть-чуть постоит, а мы пока займемся следующим. Не маринадом, но набором специй. Ну, весь этот кориандр я, конечно, не использую, но какую-то часть мы сейчас в ступке быстренько перемесим. Ну, мелкая фракция нужна. И здесь с остротой я буду более аккуратен, потому что, ну, вот эти не такие острые. Это, я даже не знаю, как называется. А вот эти бёрд чили, это, ребят, да, это на это количество, ну, вот этих 3 более чем достаточно. Это вам не 5 халапешек, это, знаете ли, можно и переборщить. Кончики, они плохо рубятся, я их отрежу, выкину. А вот это вот, может, даже семечки стоит убрать. Ну, иначе это будут колбаски капец ядреные. Ладно, это вьетнамский рецепт, не буду я ничего убирать, поехали.
молотый кориандр, сладкая паприка и цедра с 3 лаймов. Это займет некоторое время. Готово. Точно так же соль и водичка. Порядок. Пускай второй тоже стоит. Впитывает соль. Займемся третьим. Ну и местный вьетнамский вариант. Тут миска чуть-чуть побольше, поэтому рыбного. С ним не перебарщивая, ну максимум 3 столовые, даже так вот 2,5. Парочку соевого. Половинку столовой устричного. Вот так, даже можно сказать чайная. Хорошенько черного перца. Вот так, столовая без горки. Хотя здесь побольше, можно и с горкой. Примерно столовая сахара. И столовая же куриных кубиков. Ну, в данном случае порошок. С горочкой. Вот так. Так как здесь уже все, считай, соленое, поэтому солим значительно меньше. Но все равно присолить чуть-чуть надо. И чуть не забыл, жена вовремя принесла и говорит: Костян, чеснок, чеснок. Ну, все, наверное, много, а вот, да, на то количество мяса вот так вот будет достаточно. Кто-то мог подумать, типа: Костян, а где уши? Да мы, конечно же, про них не забыли, они просто все это время отваривались. Мы сейчас их для мясорубки подготовим, замесим и добавим в тот фарш, который у нас уже готов. Хрящики-то должны же быть мягкими. Если кто думает, что это прям каша-каша, нет. Вот я пальцами прекрасно малюсенькие кусочки хрящиков чувствую. Я не хочу делать хрящевую колбасу, а именно, чтобы на зубок попадалось. Халапеньевые колбаски готовы.
Заканчиваем мы уже, как вы понимаете, достаточно поздно, но это не означает, что мы пройдем мимо дегустации, а именно сейчас одновременно их всех приготовим. Здесь у нас все три вида с халапеньо, с лаймом, и вот эта одна здоровая длинная, мы ее специально отрезали, она устричный, рыбный и прочие местные ингредиенты. Ставим и готовим. И давайте начнем. Сразу надуваются, само собой. Ну, влезет. Будем считать, что влезло. Сначала я хочу обжарить, чтобы придать колор. А потом, конечно, добавим немножко водички, чтобы они приготовились. Ну и перед тем, как добавить водички, посмотрим. Парочку, может быть, вот так дырочек сделаем, чтобы они у нас не взорвались. Все. Заливаем и закрываем. Ну и газ, естественно, уменьшим. На полчасика где-то. Ну и в каком-то произвольном порядке попробуем. Это лаймовое. Но неужели, господа рестораторы, это так сложно сделать? Ну вы чего? Остренько. Но острота, знаете, такая, можно было бы и побольше, она угадывается. Это очень вкусно. Аромат лайма прям небольшой. Замечательный такой. Он присутствует на фоне, но он, вы знаете, говорит о себе, что типа, да, чувак, я здесь, и я здесь главный, но я тебе не забью вкус мяса и всех остальных вещей. Сам себя никто не похвалит. Роман, не исключено, что сегодня меня похвалит. Это очень круто. Лаймовое. Просто огонь. Вот именно в тех пропорциях, которые вы видели, именно так. Ну, давай я вот отсюда отпилю. Ну, пускай большую на потом. Давай вот с краешку вот эту. Следующее. О, горячо. Это местный вариант. Чесночное. Да. Рыбного. Совсем чуть-чуть. Короче. А вам что, было лень вот так вот, как я, приготовить местную? Замечательная колбаска. У меня самые большие надежды возложены, конечно же, на халапеньо. То, что я сейчас попробовал, ребята, это во 100 крат лучше любых колбасок, которые здесь я встречал в ресторанах. Я не говорю даже про вот эти вот кукурузные. Ну вы что, обалдели, что ли? Там сплошная кукуруза. Вот здесь вот обзор появится, если кто не видел. Посмотрите, там, да, такие же, пожалуйста, сарделечки, вот эти, все подается. Только ты там ешь, заказываешь с разными вкусами, а ешь одну кукурузу. А здесь я прекрасно различаю вкусы. Здесь у меня чесночное с рыбным. Вкус отличный, мне понравился. Да, необычно, да, здорово, но сочно, сытно и приятно. Здесь с лаймом освежающая колбаска. Эх, сейчас я, наверное... Ладно, вперед забегать не буду. Пробуем то, что я самое главное хочу попробовать. Натуральная, настоящая, классическая, в какой-то степени можно сказать, колбаска с халапеньо. Да, вот они и кусочки халапешки. А, да, момент. Я забыл сказать, что мы в процессе съемок все вот эти уши, которые мы изначально разделили на 2 штуки, мы их переложили в колбаски с халапеньо. Я посчитал, что просто там их очень мало, поэтому я перегрузил просто все в колбаски с халапеньо. О! Это аромат. Да боже ж ты мой. Остроты-то, кстати. И похрустеть есть чем. Я уже стою, выбираю, какая мне больше понравилась. Да,
я выберу все-таки с халапеньо, классический вариант. Но это не означает, что вам-то понравится обязательно то же самое. Это здорово перемежать. Я бы пришел в рестик, я бы заказал, а мне одну, пожалуйста, колбаску такую, другую такую, третью такую. Для любого человека, я думаю, три колбаски будет прям отлично и здорово. Ребят, этот рецепт, который сегодня я вам показал, он просто огонь. Вот можно ровно то же самое, что я сделал, повторить, и вы будете на 100% удовлетворены результатом. А сейчас выходит самый главный критик сюда, пробует. Давай, я вилочку забираю, у тебя своя есть? Роман, welcome. Сейчас вы будете слушать, когда меня кто-то в кои веки хвалит. Халапешки самые острые получились. Смотрите на его лицо. А я знаю. Я только что пробовал. Я знаю. Ну, вот скажи мне, вот какого хрена в ресторане что впадло вот так сделать, а? Я даже другие пробовать уже не хочу. Ну, ты знаешь, мы теперь в ресторан, когда будем приходить, я буду такой, ну давай возьмем чисто поугарать у них, попробуем, какие сосиски они делают. Вот именно, понимаешь? Ну вы чё, ребята, вы готовите, вы шефа нанимаете, рецептуру разрабатываете. Я, грубо говоря, на коленке сейчас граммовки все такие сделал, вот на тебе. Ну смешно, ей-богу. Отличная, кстати, была идея, то, что вот эти уши ты пропустил через мясорубку, потому что если бы были большие куски ушей, но мне бы, скорее всего, не понравилось. Вот. А когда они такие маленькими вкраплениями встречаются, похрустывают, это прикольно. Да, это тоже такой ноу-хау, сам решил, сам сделал. Вот лаймовая после халапеньо кажется, как будто бы даже фарш какой-то совсем другой. То есть вкус кардинально отличается, но это, блин, тоже офигенно. Прямо, ну это я даже второе хочу сразу попробовать. Лайм к этому фаршу прям офигенно подходит. Ну такой прям, знаешь. Притом, заметь, не сам лайм, а именно цедра. Да-да-да, цедра. И главное, что... Ну ладно, Рома сейчас расскажет, я так просто ему набросаю. С цедрой перебор, недобор, в самый раз, как? А вот как раз, да, хотел сказать то, что именно что в самый раз. То, что чуть-чуть побольше, был бы уже перебор. А вот это прям вот в самый раз. Ну вот это чувствуется местный. Местный. А можно, чтобы местные так готовили, да, Ром, скажи? Ну вот местные, это знаешь, после вот этих двух, это очень скучный вариант. Он хоть и вкусный, но скучный. Ну, в целом, да, наверное. Если бы я первые два не попробовал, а сразу попробовал бы местный, я бы тоже сказал, Такой, это о, охрененно, круто, да. да. Но после с халапеньо и с лаймом они просто скучноваты. Но это тоже отлично. Не, с халапеньо еще. Кусочек отрежу себе. Да ты знаешь, я тебе с собой отсыплю, у нас там целая миска этих колбас. Но с халапеньо номер один. На это я и возлагал особые надежды сегодня. Ну, впрочем, я придумал этот рецепт. Ладно, давай, сам себя хвалить буду уже в кадре. И тут, подытоживая, я могу сказать следующее. Ребят, вот эти рецепты я, считай, изобрел на коленке. Да, я перед этим экспериментировал, действительно сделал тоже фарш, но я сначала пожарил котлеты, потому что все-таки процесс вытягивания колбасы это достаточно длительное дело, поэтому если хотите поэкспериментировать, сначала сделайте фарш, пожарьте котлет, попробуйте на вкус, все ли вам хорошо. Отличаться по сочности, конечно, будет достаточно прилично, но я эти варианты попробовал, они мне очень понравились, и да, ну а что касается колбасок с халапеньо, это отдельный уровень удовольствия. Совершенно не зря я заказал эту баночку халапеньо. Здесь есть местный такой типа озона, лазада называется. С нее заказываешь, вот тебе приехало. Пробуйте, экспериментируйте, это классный вариант готовки. По поводу местного вкуса, да, можно. Вы знаете,
Наши классические, наверное, нам больше и понравятся. Но если кто захочет познакомиться с местным вкусом, пожалуйста, почему нет? Просто до хрена не делайте фарша, а там полкило, например. А остальные с халапешкой, либо с лаймом. Ром, ну чё, номер 1 халапеньо, номер 2 лайм, номер 3 местный. Ну, впрочем, лайм это тоже ж местный, правильно? Так что так нельзя говорить. Но я бы сказал, номер 1 халапеньо и почти что номер 1 с лаймом. Даже не номер 2. То есть они конкурируют. Да. Ага. А потом уже, да, местные. А потом уже, да, местные. Ребят, вот такой вот вкусный выпуск получился. Я надеюсь, такие сложные для нас выпуски вы все-таки просмотрами и лайками будете отмечать. Обязательно берите рецепты, обязательно пробуйте. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. А что Второй ты нож кусочек. такой тупенький взял? Вон же острый лежит. Вроде специально, чтобы... Это для стейка Туин принесла. Вот у тебя и надавилась колбаска. По краям не особо жарится. Керосинку надо новую покупать. Это не горит совсем. Какого хрена вы в рестике не можете так сделать? Это самый главный вопрос сегодняшнего выпуска у меня. Ром. Ну да. Ну какого хрена, ребят, ну чё? Ну вот так сложно, что ли? Ну я за один день все это сделал.